Как в Египте кошки стали богами? Почему в средневековой Европе устроили великое истребление котов? Вот из фильма ужасов «Что случилось в Казани» в 16 веке. Кто из известных личностей не любил котов? И почему для них это плохо закончилось? Вам кажется, что котопес – это фантазия, нелепая выдумка мультипликаторов? Это удивительное открытие было сделано бельгийскими палеонтологами, которые обнаружили окаменелости одного из самых ранних известных млекопитающих, жившего 55 миллионов лет назад. Примерно 50 миллионов лет назад из группы криодонтов выделились хищные животные, известные как миоциды. Внешне они были похожи на современную ласку. Эти миоциды стали предками 10 ныне существующих семейств плотоядных хищников, включая медвежьи, куни, собачьи, енотовые, гиеновые, виверовые и кошачьи. То есть кошки, собаки и, внимание, медведи имеют общего предка. Непосредственный прародитель котов и псов жил примерно 55 миллионов лет назад. Это был небольшой зверек размером с современную белку. У этого подлинного котопса был длинный хвост и острые зубки, что свидетельствует о его хищной природе. Сегодня кошки и собаки являются одними из самых распространенных и разнообразных его потомков. Но самый удивительный поворот – собаки произошли от кошек, а не наоборот. Палеонтологи из университета Брауна, изучая окаменелости возрастом миллиона лет, нашли нечто сенсационное. Древние псы охотились, притаившись в засаде, как гепарды. Их суставы гнулись по-кошачьи, а когти впивались в жертву с грацией пантеры. Лишь позже, когда ледники сковали землю, предки собак сменили тактику. Они стали бегунами, преследователями, их лапы вытянулись, а тела научились нестись по снегу, как стрелы. В общем, вот такая ирония эволюции. В следующий раз, видя, как кот и пес гоняются друг за другом, вспомните, они потерянные кусочки одной мозаики, и где-то в глубине генов у обоих живет память о древнем лесе, где их предок, похожий на игрушку, прыгал по ветвям, не ведая, что его потомки разделят мир на два лагеря – любителей кошек и любителей собак. А может, в этом и есть секрет их вечного конфликта? Как думаете? Как братья, что спорят, кто из них первый? Ну а около 10 тысяч лет назад человечество перешло к земледелию и начало хранить излишки зерна. Уже 9,5 тысяч лет назад на Кипре обнаружено захоронение человека с котенком, что говорит либо о ритуальном значении животных уже в неолите, либо о том, что пушистые прохвосты быстро покорили человеческие сердца. Ну а на следующем этапе их невероятной карьеры коты и вовсе стали богами. Если ваш кот снисходительно взирает на вас с высоты подоконника, возможно, он просто вспоминает эпоху, когда его предки носили короны богов. В Древнем Египте кошки не просто мурлыкали на подушках. Египтяне возвели их в ранг священных существ. Богиня Бастет или Баст, изображавшаяся с головы кошки, символизировала плодородие, домашний очаг и защиту. Египтянки не просто любили своих кошек, они им поклонялись. Их называли Миу. Для ухода за священными котами назначали особых служителей и даже выстригали своим детям полголовы волос, которые взвешивали и обменивали на еду для кошек. Убить кошку считалось страшным преступлением, виновного ждала смертная казнь. Так, в 60-м году новой эры Диодор Сицилийский видел, как толпа египтян жестоко расправилась над римлянином на своей повозке, случайно переехавшим кошку. И власти не смогли им помешать. Отец истории Геродот писал, что во время страшных пожаров в Египте его жители теряют все имущество с риском для жизни, спасая из огня в первую очередь своих домашних питомцев. Такую любовь египтян к своим священным котам использовал их враг, персидский царь. Он приказал при наступлении воинам взять в руки по коту. Увидев врагов с такими хвостатыми щитами, фараон Псаметих III не смог отдать приказ об атаке, боясь ранить священных животных, и египтяне молча сдались на милость победителя. Если священная кошка умирала, все обитатели дома сбривали себе брови в знак траура. К слову, если умирала собака, то состригали лишь волосы на теле и голове. Траур по кошке длился 70 дней. За это время питомца отвозили в город Бубастис, бальзамировали и с почестями погребали в священных покоях. Так в 19 веке нашли гробницу, в которой покоилось 80 тысяч кошачьих мумий. Впрочем, не одни египтяне считали своих котов богами. У викингов кошка также считалась священной и связанной с богиней любви, красоты, плодородия, смерти и войны Фрейей. Фрейя ездила на колеснице, запряженной двумя кошками по имени Бигул и Трюгул, которые были подарками от Тора. Брутальные викинги также считали этих пушистых милашек священными. На их взгляд, кошки охраняли загробный мир.
средние века в Европе кошки лишились своего божественного статуса. Но это полбеды. Если кое-где в Европе, например, в той же Ирландии, их, несмотря на это, по-прежнему ценили и любили как полезное домашнее существо, то в католической Франции и Германии их обвинили в службе силам зла. Так вчерашние боги превратились в бесов. Кошек в домах вообще не стало. Кто же захочет держать в доме беса? К XII веку сложилось представление, что черные кошки связаны с сатаной. Римский папа Иннокентий VIII писал, что кошка – это любимое животное дьявола и идол для всех ведьм. А «Молот ведьм», демонологический бестселлер XV века, клеймил: «В каждой кошке дремлет легион бесов». Кошки описывались как сосуды для нечистых духов, искушающих людей. Бедных хвостатых начали массово и методично уничтожать. Но еще хуже вчерашним богам стало с появлением инквизиции. Кошек сжигали вместе с их хозяйками, заподозренными в колдовстве. Отдельные, исключительно кошачьи процессы были не редкость, а заканчивались одинаково. Их жестоко пытали и убивали. Сам папа римский Григорий IX выпустил буллу, в которой утверждалось, что еретики в качестве посвящения поклоняются сатанинскому коту. По окончании пиршества, устроенного в честь новичка, показывается черная кошка. Все присутствующие целуют ее в задний проход. Вот такое вот странное посвящение. Еще хуже положение кошек стало, когда отцы церкви заявили: дыхание кошки, которое проходит сквозь ее кожу, это чума, и если она пьет воду и слезинка упадет из ее глаз, то источник будет отравлен, а каждый, кто из него напьется, неизбежно умрет. После этого и так напуганные страшными эпидемиями люди кинулись повсеместно истреблять оставшихся котов. Историки сравнивают то, что происходило тогда, с геноцидом, то есть скотоцидом. С XIII по XVII век в Европе продолжалось великое истребление кошек, как назвал это явление историк Роберт Дарнтон. Но в глухих селах, где хлеб значил больше догм, крестьяне прятали своих кошек в подвалах. Они знали, одна полосатая охотница стоит десятка молитв против крыс. Ирония истории горька как пепел. Уничтожив кошек, Европа впустила настоящих переносчиков апокалипсиса – крыс. Чумная палочка, танцуя на их блохах, превратила города в склепы. Черная смерть стала зеркалом человеческой слепоты. Пытаясь убить тьму, Средневековье истребляло тех, кто держал ее на поводке. Сюда они не прилетели на метлах, а приплыли на ладьях, то ли с викингами, то ли в корзине византийской принцессы Анны, невесты князя Владимира, того самого, Красносолнышко. В пользу этой версии говорит то, что в православном мире к кошкам относились с симпатией и уважением. С древности и вплоть до сегодняшнего дня кошка является единственным животным, допущенным в православный храм. Когда в Европе кошку называли ведьминым отродьем, на Руси был популярен апокриф, согласно которому именно кот и кошка по молитве Ноя спасли человечество, когда дьявол, обернувшись мышью, стал грызть Ноев ковчег. Как бы то ни было, кошка в Древней Руси, на взгляд археологов, была огромной редкостью, экзотическим товаром. Так в Рюриковом городище под Новгородом нашли останки всего 6 кошек, относящиеся к IX-X векам, и 5 к XI-XII. Для сравнения, останки собак, лошадей и даже медведей находили сотнями. И не мудрено, ведь даже в средние века на Руси кошки очень дорого стоили и были по карману только самым богатым. В XIV веке кошка стоила 3 гривны, столько же, сколько аж 3 коня или целое стадо баранов. Да и убивать хвостатых пушистиков на Руси было себе дороже. За убийство кошки нужно было заплатить гривну штрафа, это целый слиток серебра, да еще и предоставить новую кошку хозяину взамен убитой. Да и первое упоминание кошек на страницах русских летописей под 1230 годом подчеркивает их ценность. Речь идет о страшном голоде, когда люди ели кошек от отчаяния. В обычные времена на такое святотатство не решились бы. О значении кошек на Руси говорит и то, что история Великой царской династии началась с кошачьей фамилии. Род Романовых в летописях недаром звали Кошкиным. Не из-за любви к мурлыкам, а в честь боярина Федора Андреевича Кошки. Этот хитромудрый советник Дмитрия Донского, его Сабинный, то есть особенный друг, словно кот лапой водил врагов. Романовы не стеснялись кошачьего корня. Внук Кошки, Захарий, дал начало роду Захариных-Юрьевых, а позже и Романовым. Из этого рода была первая и любимая жена Ивана Грозного, Анастасия Захарина, а ее старший брат Никита Романович стал основателем династии Романовых. Неудивительно, что при дворе первых Романовых, говорят, уже вальяжно разгуливали коты. Не простые, государевы. Впрочем, особую европейскую славу снискал кот Алексея Михайловича, отца Петра I, тишайшего царя. Европа ахнула, когда в 1661 появился
подлинный портрет кота великого князя Московии, первый в русской живописи. Художник-европеец изобразил усатого вельможу с таким царственным взглядом, что историки до сих пор спорят, не пририсовал ли он царю усы и полосатый хвост. Ведь сходство с Алексеем Михайловичем хоть в зеркало гляди. У его сына Петра I тоже был любимец, большой пушистый придворный кот, которого он то ли привез из Европы, то ли взял у голландского купца в Вологде. Кот жил в императорских покоях. По преданию звали его Василием. Император подписал указ, предписывавший иметь при амбарах котов для охраны таковых и мышей и крыс устрашения. Рацион котов не оговаривался, видимо, питание они должны были себе добывать в процессе службы. В 17-18 веках коты впервые становятся и любимейшими героями мемов той поры, лубочных картинок с надписями. При этом власти, вот в этом популярном лубке, как мыши кота хоронили, усмотрели сатиру на самого Петра. Подробности этой истории пугают. А воевода в нем был с Москвы, Рюма Языков. И был у того воевода с собой привезен казанский кот большой. И все де его подле себя держал Рюма. И тот кот, спящему ему, горло при яде, и до смерти заяде в том городке. Коты казанские, популярнейшие герои лубков, как сегодня считают ученые, это либо исчезнувшая порода крупных кошачьих, либо и вовсе прирученные камышовые коты, то есть болотная рысь. Как бы то ни было, из-за этих-то котов, мол, в городе вообще исчезли крысы. Когда слава этой породы достигла дворца, императрица Елизавета Петровна подписала срочный указ о высылке их ко двору. Ведь грызуны неимоверно расплодились во дворце и портили стены. Велено было отобрать 30 кладовых, то есть кастрированных, самых лучших и больших котов, удобных к ловлению мышей. Сам губернатор участвовал в операции по сбору казанских котов у населения. За сокрытие домашних питомцев их хозяевам грозил крупный штраф. В 1745-м 30 котиков были доставлены в столицу для ловления мышей. За благополучным переездом новых работников на подводах отвечал головой специальный сопровождающий. Казанские коты были определены на государеву лейб-гвардейскую службу и особое довольствие. И, похоже, со своей задачей быстро справились. Так произошел первый в истории рекрутский набор котов на государеву службу. Со временем количество пушистых гвардейцев увеличили до 300. Легенда гласит, что дочь Петра, Елизавета, страдала настоящей мышефобией. Тогда неудивительно, что именно она была первой и единственной императрицей, которая настолько всерьез занялась регламентацией кошачьей службы. Именно она закрепила все должностные обязанности животных. Точнее уже хвостатых государственных служащих. Установила вознаграждение за ее исполнение и порядок пополнения рядов кошачьей гвардии. Котики получили даже собственные квартиры. Питались на царской службе они более чем неплохо. Елизавета Петровна велела не кормить хвостатых чиновников заурядной говядиной и бараниной, а давать котикам дичь. Офицерам, служившим при кормовом погребе, приказали отпускать котикам в каждый день рябчиков и тетеревов. Основательница Эрмитажа, императрица Екатерина II, кошек не любила, но их необходимость хорошо осознавала. В так называемые мышиные годы в столице завозили дополнительные партии пушистых борцов с этой напастью. В богатых домах пушистые парохвосты уже потихоньку переезжали из подвалов в кровати своих хозяев. При Екатерине и кошачье придворное общество, ранее не знавшее иерархии, было поделено на элиту комнатных и обычных надворных котиков. Комнатные были произведены в охранителей картинных галерей. Они не только охраняли культурные ценности, но и должны были и сами украшать собой дворец. А посему в комнатные коты отбирали особенно красивых представителей кошачьего рода. Так в России появилась особая хвостатая гвардия – эрмитажные коты. Считается, что еще с елизаветинских времен на Руси появилась порода русская голубая. Именно их в первую очередь и отбирали в комнатные коты Эрмитажа. Эта зеленоглазая серебристая красавица стала одной из самых любимых пород во всем мире. Еще одна исконно русская порода кошек – сибирская. Сибиряки ценились уже в XVIII веке. Придворные привозили из-за границы и экзотических персидских. Так, хвостатые прохвосты заняли привилегированное положение в дворянских усадьбах и дворцах. Свой любимый кот был у императора Николая Павловича. Во всех письмах он называет его «мой дорогой кот». Увы, имени этого дорогого питомца история не сохранила. Ну а кто из известных личностей прошлого кошек не любил? Наполеон Бонапарт кошек панически боялся. Известно, что в детстве он сильно испугался, когда кошка прыгнула к нему в детскую кроватку. Фобия, конечно, дело такое, но и некоторые другие известные полководцы, такие как Чингисхан, Александр Македонский и Юлий Цезарь, тоже не любили кошек.
Еще один известный кота-ненавистник — Адольф Гитлер. У него, как у Наполеона, была айлурофобия — страх перед кошками. Про итальянского диктатора Бенитто Муссолини журналисты и вовсе писали: больше всего Муссолини ненавидит Гитлера, аристократов, деньги, кошек и старость. Ничего не хочу сказать, но история явно была не на стороне котоненавистников. Увы, 20 век перепахал судьбы, и кошачьи тоже. Практически полностью исчезла порода русская голубая. Ее восстанавливали после войны селекционеры за рубежом, скрещивая с другими породами. Во время блокады Ленинграда погибли и все эрмитажные коты. Зимний дворец буквально кишел крысами, они стали настоящим бедствием для осажденного города. Кошки стали мяукающей валютой. За них давали последние драгоценности. Только они могли остановить крысиные орды, пожиравшие запасы. В 1943-м, когда блокаду прорвали, в город везли 4 вагона дымчатых сибиряков из Тюмени. Их встречали как героев. Так в Эрмитаже вновь появились хвостатые арт-директора. Сегодня они – одна из главных достопримечательностей Эрмитажа. У каждого есть собственный паспорт и ветеринарная карточка. Коты официально числятся квалифицированными специалистами по очистке музейных подвалов от крыс. В общем, даже сегодня, когда ваша кошка топчется по клавиатуре, в ее глазах мерцает древняя тайна. Она больше не богиня, но все так же хранит дом. Теперь от мышей и грусти. И кто знает, может, мурлыканье – это зашифрованные послания из храмов Бубастиса, где когда-то в ее честь танцевали под луной.